Всем привет! Продолжаем серию сравнительных видеообзоров, вспоминая легендарные советские легковые и грузовые автомобили. Рассматриваем миниатюрные копии разных эпох, и сегодня я вам подготовил одну модель отечественного производства, и ее мы сравним с новодельным китайским видением советского грузовика. Герой сегодняшнего видеоролика – знаковый для Советского Союза автомобиль ГАЗ-53 и его модификации. Этих машин было выпущено огромное количество, и наравне с ЗИЛ-130 эту машину можно считать одной из самых массовых в Советском Союзе. Я вам приготовил модель от Компаньона, которая в моей коллекции очень продолжительное время. Когда она покупалась, затрудняюсь ответить, уже не вспомню, но скорее всего под конец 90-х годов. И Компаньон начал выпуск модели с 92 года, и у них был довольно обширный ассортимент не только разнообразных надстроек на базовом шасси, но и предлагались модели автобусов КАВС и Кубань. И на некоторые образцы я тоже давно делал видеообзоры. И этот вариант мы сравним с журнальным изделием из серии «Автомобиль на службе», выпуск номер 77, который поступил в продажу 11 октября 2014 года. И журнальная модель довольно интересна, несмотря на то, что у нее очень много проблем с геометрией кабины, она вполне хорошо копирует образ настоящего прототипа. И несмотря на то, что ГАЗ-53 был очень популярен в Советском Союзе, масштабным копиям до недавнего времени особо не везло, и не было качественных промышленных образцов в 43-м масштабе. Если вспомнить те грузовики, которые предлагались в советское время, то первое, что приходит на ум, это модели КАМАЗ от Эликон. Также можно вспомнить 130-е ЗИЛы от Электроприбор, но даже по тем меркам масштабные модели выглядели очень примитивно. И модели от Компаньон были долгое время единственным вариантом для приобретения в коллекцию. Конечно, я не беру в расчет мелкие мастерские, также мастеров, которые иногда делали действительно качественные масштабные копии. Это совершенно другая целевая аудитория, и подобные модели на начало 2000-х годов приобрести в коллекцию было практически невозможно, потому что их продавали только в клубах, нужно было иметь хорошие знакомства, чтобы заполучить заветную модель, и выпускали их очень ограниченными тиражами. Я вам приготовил также журнал из серии «Автомобиль на службе», чтобы мы в памяти освежили то, как выглядела изначально масштабная копия, потому что мой вариант грузовика на сегодняшний день уже сильно околхожен. И давайте уберем сами модели, быстро пролистаем журнал. И на лицевой стороне есть фотография той модели, которая поставлялась изначально. И первое, что бросается в глаза, это не совсем характерный цвет кабины для этого грузовика, и также неправильные покрышки. И насколько я помню, резина взята от модели КАМАЗ, который выходил чуть ранее, и она намного крупнее по диаметру, чем должна стоять на автомобилях Горьковского автозавода. Также можно почитать информацию о издательском доме, фотографии других автоцистерн для перевозки живой рыбы. И, конечно, журналы по своему наполнению уступают серии «Автолегенды СССР», но сама серия «Автомобиль на службе», на мой взгляд, более интересная за счет разнообразных прототипов, которые не выходили в обычной регулярной журнальной серии. И, кстати, эта серия завершилась на 80-м номере, а «Автолегенды» выпускали вплоть до 283-го выпуска, и такое ощущение, как будто эта серия выпускалась целую вечность. И там уже под конец пошли различные перекрасы, также автомобили, которые не имели отношения к Советскому Союзу и так далее. И выпуски «Автолегенды СССР» я перестал собирать после 100-го номера. Также есть фотография довольно симпатичной автоцистерны на базе ЗИЛ-157, и похожая масштабная копия выходила у производителя Deep Models. Она тоже есть в моей коллекции, но до сих пор, по-моему, я на нее не сделал видеообзора, потому что как-то ее приобрел, отложил в коробочку и забыл про эту модель, и до сих пор до нее не добрался. Если попадется на глаза, то сделаю на нее видеоролик, а так нету желания ее искать.
Также очень симпатичный плакат. Другие модификации ГАЗ-53 и есть фото автомобиля в чуть околхоженном состоянии. И как раз глядя на эту фотографию, я модифицировал свою миниатюрную модель. Установил газобаллонное оборудование, доработал колесики, также заменил зеркала заднего вида. Все я вам покажу чуть позже. И также автоцистерна на более современном шасси. Рекламный плакат. И анонс на следующий выпуск ЗИЛ-133Г1 перевозка лошадей. Такой модели нет в моей коллекции. И вообще из серии «Автомобиль на службе» у меня очень мало моделей. Давайте начнем с обзора автомобиля от Компаньон. Он в довольно нетипичном для этого грузовика сером цвете, и кузов у автомобиля ярко-синий. И эта машина полностью сделана из пластика. И материал очень низкого качества, и, конечно, лучше было бы делать этот грузовик из металла. Но что есть, то есть. Очень мутные стекла, хотя у модели есть ряд преимуществ. Это отдельные стеклоочистители, также установленные зеркала заднего вида, решетка радиатора с прорезями, хотя можно было сделать некую имитацию радиатора охлаждения. Вполне хорошая светотехника и прозрачные детали здесь с рассеивателями. Хотя поворотнички на решетке радиатора просто обозначили краской, а на передних крыльях они вообще покрашены в цвет автомобиля. И покраска здесь тоже оставляет желать лучшего, очень много мусора, есть соринки в самых видимых местах, и кабина здесь такое ощущение, как будто была повреждена после отливки, и ее не забраковали, а пустили в тираж. Отсутствуют задние фонари, и также у этого грузовика было сцепное устройство, но оно постоянно вываливалось, поэтому я его приклеил на прозрачный тейп к раме грузовика. Хотя надо отдать должное, у этого автомобиля вполне хорошая проработка ходовой части. И на многих журнальных моделях грузовых автомобилей проработка днища намного проще, чем у этого довольно примитивного изделия. И давайте покажу вам журнальный вариант, который, еще раз повторюсь, у меня уже сильно околхожен. И на этот грузовичок я поставил колесики с машины контейнерного мусоровоза от ССМ, а на ту модель я поставил хариковскую резину, и эти колесики сильно улучшили вид грузовика, хотя у этой масштабной копии серьезные проблемы с пропорциями. И, насколько мне известно, кабина здесь на пару миллиметров уже, чем должна быть в 43-м масштабе. Отсутствует надпись «ГАЗ» на облицовке радиатора. Фары, на мой взгляд, уже хуже, чем у варианта «Компаньон», хотя габаритные огни и поворотнички здесь сделаны более изящно. Добавил регистрационные номерные знаки, зеркала заднего вида взял от модели Deep Models, правда, сами ножки пришлось изготовить самостоятельно, потому что у Deep они были из толстенного пластика. Огромное рулевое колесо, которое по диаметру больше, чем должно быть в 43-м масштабе, сиденье и панель приборов из черного пластика. Задние фонари здесь из пластика, и поверх красной и оранжевой краской нанесли поворотники и стоп-сигналы. Глушитель уже окрасил, добавил газобаллонное оборудование, и у этой модели я не приклеивал надстройку, потому что постоянно ее демонтирую для различных доработок, и нету смысла ее вклеивать. И, кстати, эту надстройку многие переставляли на другие шасси, ЗИЛ-157 от Автоистория и ЗИЛ-130 от Аиста и из наборов АВД Models. Хотя надстройка здесь тоже не совсем попадает в 43-й масштаб, она чуть уже, чем должна быть на самом деле. Но этот грузовичок более выигрышно смотрится на фоне модели Компаньона. В глаза бросается не совсем верная оконная линия.
модели из журнальной серии. Давайте покажу, как грузовики смотрятся сбоку. Хотя сам прототип вполне удачный. И если на этот грузовичок поставить обычный бортовой кузов, то, конечно, он будет смотреться намного хуже. И я думаю, именно интересная надстройка берет на себя основной взор, и не так в глаза бросается неправильная кабина этого грузовичка. Еще одно наблюдение, то что вот именно это шасси больше нигде не мелькало. И несмотря на то, что обычно в журнальных сериях потом идут перевыпуски и шасси используются многократно, здесь почему-то только машина вышла под номером 77. И больше мне подобный ГАЗ-53 нигде не встречался. И в завершении могу вам показать костромскую интерпретацию, которая выходила в серии «Наши грузовики». И уже говорил, у Костромы вполне удачная геометрия кабины, но вот именно это изделие, конечно, приобретать в коллекцию не стоит. Во-первых, у грузовичка пластиковая рама, пластиковый кузов, который тоже хрустит, просвечивает, у кузова открывается борт, и почему-то на этой модификации белой краской окрасили облицовку. Хотя на ГАЗ-53 со вторым типом решетки радиатора она была под цвет кабины грузовика. И у меня тоже сломалось зеркало заднего вида, уже не стал его ремонтировать, потому что эту модель я изначально брал под конверсию, а потом решил пустить ее на запчасти. И пока что не решил, что с ней делать. И было в планах взять шасси от ССМ и просто переставить кузов, но на сегодняшний день не вижу смысла делать такую доработку. Возможно, Deep рано или поздно сделает похожий грузовичок, и тогда я возьму его в свою коллекцию. Пишите ваши комментарии, что вы думаете о ранних моделях Компаньона. Заслуживают ли они внимания и можно оставить эту модель в своей коллекции, или проще отдать ее в песочницу, чтобы детки игрались с чем-то похожим на советский грузовик. И также можете написать ваше мнение по поводу журнального варианта, который тоже многие приобрели, но опять же в нынешних реалиях с выходом модели ГАЗ-53 от Костромы эти автомобильчики, я думаю, не будут представлять особого интереса, во всяком случае за 800-900 рублей. Если вам понравился данный видеоролик, не забывайте поддержать его лайком, вступайте в мои группы в социальных сетях, ВКонтакте и Фейсбуке, жмите на колокольчик, заглядывайте на мой второй канал, там тоже выкладываются видеоролики на масштабные копии из моей коллекции, и можете листать канал дальше. На сегодняшний день на нем скопилось довольно большое количество самых разнообразных видеообзоров. На сегодня это все. До новых встреч. Пока.